Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать, как мы выращиваем рассаду перца. Друзья, вот сейчас на ваших экранах несколько кустиков буквально. Это рассада, которую мы выращиваем для получения ранней продукции. Мы высадим эти растения у себя в отапливаемую теплицу. Где-то между наших помидорок, которые мы уже высадили. Друзья, вот 3, 5, 6 кустиков перца мы всегда воткнем в теплую тепличку. Они пойдут развиваться, и здесь мы получим первые плоды. Но, естественно, основное количество рассады мы выращиваем для последующей высадки ее в открытый грунт. Поэтому основная масса рассады у нас выращивается и еще вот в таком вот маленьком рассадном состоянии. Друзья, обратите внимание, рассаду перца, как и многих других культур, последние годы мы выращиваем только лишь в кассете. И даже не важно, какого объема будет рассадная ячейка кассеты. Главное, что отдельно находится корневая система каждого растения. И, соответственно, мы можем самостоятельно уже выбирать, когда проводить пикировку этих растений, независимо от того, сколько настоящих листочков появилось, сколько семядольных листочков. Посмотрите на этот прекрасный корень. Он уже заполнил полностью объем ячейки. И, соответственно, друзья, мы не опасаемся, что будут какие-то проблемы при его пересадке. Понятное дело, что этого объема почвы очень мало для того, чтобы вырастить вот такое растение. Именно поэтому сегодня мы делаем следующую операцию по продолжению выращивания из вот такой маленькой рассады вот такой вот крепкой, нормально развитой рассады. Друзья, для этого мы подготавливаем, вынимаем, конечно же, растения и складываем аккуратненько. Ну, сейчас я буду на ваших глазах проводить легкую пересадку. Торф перегной, песок речной и чернозем. Все один к одному я смешивал лопатой это дело и просеивал через панцирную сетку, ну кроватную, знаете. И набили вот такие вот горшочки объемом 280 приблизительно миллилитров. И в таких горшках мы будем выращивать. Что мы делаем следующим шагом? Ну, конечно же, вот видите, объем примерно у нас будет соблюдаться. Наша неизменная такая штучка, ручка от напильника. Всем здравствуйте, она говорит, потому что тоже вы ее, наверное, знаете. И делаем вот такие вот углубления. Друзья, я когда-то проводил на канале эксперименты, показывал, можно ли проводить заглубление сладкого перца. Да, сладкий перец, вот пока рассада вот такая травянистая, стебель травянистый, очень хорошо дает дополнительные корни на подсемядольном колене. Если у вас потянулась рассада, то я думаю, ничего страшного не будет, если вы ее заглубите слегка. Но у нас рассада не потянутая. Поэтому я думаю, что смысла заглублять вот эти растения нет. И сделав такие ячейки под них, мы спокойненько выставляем растения. И чуть-чуть, буквально даже можно не прижимать, полив все прижмет, как говорится. Вот так вот, видите, ну все, здесь абсолютно, на мой взгляд, ничего сложного такого-то нет. Просто вот этот шаг, пересадка в рассадные стаканы объемом побольше и позволит нам потом вырастить вот такую крепкую приземистую и зеленую рассаду. Ведь зелень, она не только берется от азота, от серы, от магния, допустим, или железа. Зелень еще во многом появляется благодаря достаточному количеству солнечного света. Поэтому бывает, что если рассада у кого-то стоит плотно, густо, то нижние листья начинают желтеть. Не от того, что азот перешел в верхние молодые листья, а от того, что нижним листьям просто досталось меньше солнышка. Покажу немножко на примере рассады баклажан, потому что выращивание баклажан на самом деле не очень сильно отличается от выращивания сладкого перца. То же самое, видите, только что мы с той же кассеты достали вот эти растения, вот эту рассаду. Вот так развита рассада, два настоящих листочка, семядольные листочки, ну, как бы и корневая система тоже развита нормально. Кубик такой, конус, или я не знаю, как это называть, пирамидка, занятая корневой системой. Такие же стаканы, та же самая почва, никаких привилегий или никаких ущемлений. Это сорт у нас Фабина. Если кто-то выращивал, друзья, ну я думаю, согласятся со мной, что это неплохой баклажанчик. Мы его выращиваем уже несколько лет. Он недорогой по семенам и достаточно урожайный и вкусный на вкус. Вот такое растение мы сейчас
И точно так же, как перчик, высаживаем в рассадные стаканчики. Чуть-чуть прижимаем, не разрушая земляного кома, в котором находится корневая система. А посадочку мы сделаем с помощью полива. Если будете что-то применять укореняющее, то что-то нейтральное типа радифарма. И тогда корневая система, которая вот застоялась буквально в объеме рассадной ячейки, она пойдет развиваться более интенсивно и заполнит в конце концов очень скоро весь объем рассадного стакана. Проводя такую нехитрую, такую простую операцию, мы добиваемся, я вам с уверенностью говорю, потрясающих результатов по получению приземистой рассады. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.